вечер. Это Михаил Лобковский, программа «Взрослым». А взрослых взрослее уже некуда. Я отвечаю на ваши вопросы. Ну, я вам немного помогу сориентироваться. Все вопросы психологические сводятся к 3 темам. Человек и его проблемы, отношения между людьми и проблемы в отношениях, ну, естественно, дети и проблемы с детьми. Вот вокруг этих 3 берез можно побегать и позадавать вопросы. Мария, здрасте. У нас кто-то уже звонит. У нас заработало. Добрый вечер, Михаил. У нас заработал неработающий телефон-звонок. Попробуем. И он нажал. Добрый вечер. Здрасте. Алло. Ну, приятно хотя бы... Шуршит. Шуршит? Алло. О, ну, наконец, дошуршались. Как вас зовут? Здрасте. Ну, как бы шуршит. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уже лучше. Михаил, меня зовут Татьяна. Здорово. Вот такой мультфильм про историю развития телефонного дела в России. Сначала шуршит, потом меня зовут Татьяна, и потом, где уже мобильная связь, пошла «здрасте», нормальный разговор. Татьяна, рассказывайте, какой у вас вопрос? Михаил, у меня возникают большие трудности с выполнением 3-го правила. Говорить сразу о том, что тебе не нравится. А в чем трудности? Трудности возникают в том, что когда я человеку говорю о том, что мне не нравится, почему-то он сильно обижается, злится потом на меня, агрессирует, и наши отношения с этим человеком сходят на нет. Танечка, а вы не поняли 3-го правила вообще, видимо, я правильно понимаю? Может, я вам объясню? Давайте. Смотрите, какой смысл говорить человеку сразу, что вам не нравится? Ожидать от него реакции, что он хотя бы поймет вас и изменится, правильно? Да, может быть, извиниться. Ну да, а он не меняется, правильно? Да. А что у нас дальше сказано, если он не меняется? Какие у нас варианты есть? Либо принимаю, либо не принимаю. А если вы не принимаете, как там может что-то на нет сходить, когда вы уже попрощались, вы уже забыли, как его зовут? Как вам удается после того, что на вас еще агрессию выливает, на вас обижается, вы дальше продолжаете отношения? У меня такого нет в правилах. Знаете, да, этого нет в правилах, но вот этот человек, например, был мне дорог, я не планировала с ним вот это вот сердцу не прикажешь, да? Ну, как бы хотелось с этим человеком продолжать отношения. Ну, туда вы мазохистка, если вам хотела человека, который к вам агрессивно относится, отношения продолжать. Может, вы любите, когда вас бьют, когда на вас орут? Расскажите мне. Нет, не люблю. Но вы понимаете, что вы вообще себя сами слышите, что к вам плохо относятся, после жалобы еще хуже, а на это вы говорите, а я хочу с ним продолжать отношения. Как сказал Жванецкий, народ упорно ползет на кладбище. А вам-то это зачем? Ну, до этого мы прекрасно с человеком общались. А давайте мы перейдем к конкретике, что произошло и как вы ему сказали, что вам не нравится. Сейчас попробуем разобраться. Давайте. Хорошо. Вот, например, коллега по работе, с которой мы работаем... Подождите, мы сейчас не про коллегу по работе говорим. Это же не коллега вам дорог по работе, или я что-то не понимаю? Да, коллега мне дорог по работе, коллега. Я о плохом подумал почему-то. Нет, просто в эмоциональном плане, в человеческом. Хорошо, коллега по работе. Так. Да. Что он сделал? Вот это она. Это она. Так. Мы общались вроде бы хорошо. Какие-то были проявления с ее стороны, но я старалась не обращать внимания. Но вот после вот этой ситуации, во время моего отсутствия на работе, когда я была на обеденном перерыве, телефон оставила на зарядке. А когда я пришла с обеда, оказалось, что она включила мой мобильный телефон. Так. В мое отсутствие. Так. И когда я пришла, она сказала мне, я включила твой мобильный телефон. И тут я не смогла сдержаться, и я сказала, что это недопустимо, что для меня это недопустимо. После чего человек на меня обиделся, разозлился, и вижу, что со мной не хочет общаться. Она как его включила? На кнопку нажала или что она с ним? Она нажала на кнопку включения. Зачем? Она хотела посмотреть, какой у меня процент зарядки. Потому что другому работнику потребовалась зарядка. Да. Ну, там у нас общая зарядка. Угу. И в мое отсутствие он у меня лежал, в моей личной тумбочке лежал телефон. Я его специально прикрыла, выключила звук. Я его вообще выключила. А когда я пришла с обеда, оказалось, что мой мобильный телефон включен, но это моя личная вещь. Поехали дальше. Вы говорите вначале, что она раньше себе позволяла, но вы пытались не обращать внимания. Да.
было такое. А вы что, мазохистка? Почему не обращали внимания раньше, Таня? Ну, почему я не обращала внимания? Ну, мне казалось, может быть, я как-то накручиваю, может быть, я как-то придумываю. То есть вы Может быть, считаете я слишком сама себя, вы, конечно, сентиментальна. мазохистка, вы сами себя считаете виноватой, да? Может быть, Ну. я не права в чем-то, да? Нет, в этой данной конкретной ситуации я не чувствую Таня, своей я вины. объясню простую вещь. Если вы хотите изменить свою психологию, вам придется делать так, как написано в третьем правиле. Там написано четко, правы вы или не правы. Какая разница? Значит, речь идет о том, что вы чувствуете себя правы, чувствуете. Дальше у людей с низкой самооценкой тут же возникает проблема, они не доверяют себе, говорят, а вдруг я не права? Но когда у человека адекватная самооценка, он уверен в том, что он чувствует, это и есть правда. Вы сразу говорите, меня это не устраивает. Теперь получается следующая история. Почему она, кстати, на вас обиделась? Потому что вы прогибались, она решила, что так с вами можно дальше. И тут вы вдруг рот стали открывать. Девушка с непривычки, конечно, обиделась. Вы просто не оставили шанса. А если вы с самого начала обломали все попытки так себя вести, и не было бы такого последствий, понимаете, какое дело? Была у меня ситуация с сыном, похожа на то, что вы описали. В дополнение к вашей рекомендации предлагаю, давая ребенку назначить терапию самой, это еще более действенно. Но я тут не понял, о чем речь. Поехали дальше. Михаил, добрый день. Вопрос. Если я решила пойти в кино, пошла, в середине фильма поняла, что мне не нравится, смотреть не хочется, что лучше, встать и уйти, делай, что хочешь, или досмотреть, потому что надо увидеть решение до конца. Спасибо, Полина. Дорогая Полина, встать и уйти, потому что решение пойти в кино до конца вы и так довели, уж в кино пошли. А у вас изменились обстоятельства, кино оказалось плохим, поэтому вы ушли. Здесь нет противоречий. Добрый вечер. Здравствуйте. Так, опять шуршание. Опять проверяем. Был только что русский придумал телефон. Добрый вечер. Поехали. Поехали. Нормально. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Анна. Анна, ну прекрасная связь, я считаю, у нас с Анной. Рассказывайте, Анна. Михаил, последние пару дней провожу практически все часы с вашими лекциями. Сформировалось несколько вопросов. У меня есть возможность, наверное, какой-то один, да, только задать. Ну, вы уже задавайте, а мы посмотрим, как пойдет. Может, у вас короткие вопросы. Хорошо. Одна из основных проблем, которая меня беспокоит, это мои отношения с мамой. Угу. И исходя из той информации, которую я получаю от вас, я все равно не могу для себя найти ответ на этот вопрос, как мне выстроить взрослые отношения. Мы живем вместе, моя дочь. А вам сколько лет? Мне 37. А маме? 67. А зачем вы с ней живете вместе? Ну, потому что у меня нет возможности. Вот как раз вот, наверное, в этом и вопрос. То есть у меня замкнутый круг. Я понимаю, что проблема моя состоит в том, что мы живем вместе. Но поскольку у меня ребенок, и она мне с ним, так тотально помогает. А ребенку сколько лет? 10. И в чем она вам помогает? Ну, это школа, это обеды, А это... что будет, если ребенок... Нет, в 10 лет ребенка по американским законам, например, нельзя одного оставлять дома. А вы работаете, да? Да, я работаю. У вас есть группа продленного дня в школе? ГПД? Ну, нет, это уже... сейчас она заканчивает 4 класс, это начальная школа закончилась, и, соответственно, уже продленного дня нету. Но даже если бы она была, то она до 6 часов, а домой я приезжаю в районе 8-9. Мама может приходить, если вы рядом квартиру снимете и следите за ребенком? Да, я понимаю, что это идеально развитие событий, что в квартире жить отдельно, но материальной возможности нет. Вот в этом, в общем, А сколько вы зарабатываете? Я зарабатываю 70 тысяч. 70 тысяч вы зарабатываете, понятно. Ну, вот, я не знаю, за 30 тысяч, за 20 тысяч квартиру, если снять, нет. 25 тысяч можете снять квартиру. Но если снять за 30 тысяч квартиру, останется 40. На них как-то мне не представляется возможность. У вас есть какие-то перспективы зарабатывать еще и на квартиру? Ну, я стараюсь, я думаю об этом, но пока такой возможности нет. То есть у меня, собственно, вопрос в том, что правильно ли я понимаю, что единственное,
вариант решения этой проблемы – это жить отдельно от мамы. Вы знаете, да, потому что я могу долго умничать и рассказывать, как построить с ней отношения, но это бред, когда 37-летняя женщина живет с 67-летней мамой. Вам же не 5 лет. То есть у вас конфликт заложен в самом совместном проживании, а не в маме. Угу. То есть можно, конечно, сейчас умничать и сказать, вот тоже, как вот сейчас женщина до вас звонила, Татьяна, да, поставить маму на место, а дальше, что вы с ней живете в одной квартире. А женщина не живет со своей коллегой в квартире. И жена с мужем, после того, что она ему сказала «до свидания», тоже с ним не живет. А вы-то ничего сделать не можете, вы опять будете жить в одной квартире. Я вижу только разъехаться, конечно. А квартиру разменять тоже нет возможности? Ну, просто еще у меня мама, она очень авторитарная личность. Это не ответ на вопрос насчет размена квартиры. Разменять нет. Я просто хотела как бы перейти еще плавно к другому вопросу. Давайте к другому. Давайте. Да? Что, собственно, я понимаю, что если я даже начну говорить о том, что, мам, может быть, мы разменяем квартиру, либо я ее сниму, то сразу начинаются обвинения в мой адрес, что вот я теперь вам не нужна, я вам всю свою жизнь посвятила. Ну да, скажи, не нужна, посвятила, дальше что? И что? А дальше вам будет лучше, если я вообще умру, и завтра вы меня закопаете. Сложный вопрос, скажите. Придется на кладбище ходить, а так от тебя мама хоть польза при жизни, ты с ребенком уроки делаешь. Вы же мама, что ли, боитесь, я не пойму? Ну, у меня какое-то чувство вины такое, потому что у меня начинается чувство жалости к ней, потому что она действительно я понял. там... Знаете, что я вам хочу сказать? Идите к психологу и какого-то недорогого найдите, чтобы зарплаты хватило, и избавляйтесь от чувства вины. Чувство вины, кроме того, что вы считаете себя плохим человеком, там больше ничего нету. Это все. Вот. А мама, она манипулятор, невротик, естественно, она давит на клавиши нужные, нажимает. Все работает как часы. Но просто в 37 лет можно уже повзрослеть. Михаил и Мария. Мария. Это не только тут я фигурирую. Тут и про вас. Ну, тут сейчас почитаем. Смотря по какому поводу, читайте. Здравствуйте, мне 45 лет в разводе. Между прочим, это не... А, нет, все-таки я думал, мужчина. Все-таки это к вам. Да, ну что к вам, Мария, нифига. Стараюсь наладить свою личную жизнь. Мой вопрос, вот почему некоторые мужчины, не только моего возраста, но даже младше, шутят на темы, связанные с сексуальными отношениями? Почему их веселят скабрезности и пошлости? Что такое? Действительно, Мария. Ответьте, Михаил, вы за мужчин 45 лет. Когда я шучу, у нас столько ограничений на радио, я не могу сказать. Ну, не знаю, прикольно. О чем еще шутить? Ну, а когда вы шутите, я продолжу вопрос нашей слушательницы. Вы что хотите от женщин? Какова ваша мотивация вашей шутки? Типа мимо тещиного дома я без шуток не хожу, или на окошке 2 цветочка, беленький, дальненький, ну и так дальше. Но тут надо сказать, ну, вы же не хотите поржать, цитирую вас конкретно, над женщиной, где вы скабрезно пошутили? Я вам вот что хочу сказать. Шутки на сексуальные темы к самому сексу не имеют никакого отношения по очень интересной причине, Мария. Смех реально убивает секс. Вы знаете об этом? Но мышцы другие работают. Конечно. Да? Конечно. Если люди еще не дай в постели заржут, то им обратно вернуть свое влечение время займет долгое. Это, Михаил, простите, в постели, а здесь речь идет о здесь том, то же самое. Нет, но если люди флиртуют, это такая сексуальная история про флирт, и вдруг начинает вот как выступать в моем репертуаре, да? Но какой тут секс? Тут только поржать. Потому что убивается вся лирика, вся романтика, и люди просто ржут, как лошади. Ничего сексуального в этом нет. Хотя шутки вроде про секс. Но женщина правильно возмущается. Это уже похоже на sexual harassment. А во многих странах мира такое поведение вообще считается ненормальным. Потому что шутки на сексуальные темы, они типа обижают. Это такой сексизм. Ну, короче говоря, женщины могут обидеться, потому что это унижает женское достоинство. Вот. На звонок, да? Сменим пластинку. Сменим, действительно. Но вопрос, когда это в подростковом возрасте, мне кажется, тут еще могут быть очевидные гормональные всплески. Другое дело, когда это происходит в 45 лет. Это что, второй гормональный всплеск? А мне 55, а мне, видимо, третий гормональный всплеск. Не знаю. Это такой... Позвоните в эфир, слушайте. Это такой всплеск такой на исходе
гормонов. Выплеск. Да, был такой выдающийся, я считаю, сексолог Сергей Тихонович Агарков. Умер он. Вообще главный был сексолог в России. Ему даже на психфаке МГУ сделали кафедру сексологии. И он говорит, глядя на меня, хотя я тогда моложе был намного, говорит: Михаил, ну что вы хотите? Гормоны постепенно затухают с возрастом. Всплески все меньше и меньше, но и шуток, видимо, тоже. У нас телефонный всплеск. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Меня зовут Ольга. Так, Вопрос по поводу ребенка. Ну, как бы у меня 2 детей, так. но проблемы больше как бы со старшим. Ему 9 лет будет вот летом. Угу. Значит, пытаюсь вот по вашим правилам жить, как бы, и воплощать их, в общем, заметила изменения к лучшему, но вот такой вопрос возник, значит, вот он начинает что-то делать, то, что мне не нравится, там, вопить, истерить, что угодно, да, Угу. я ему об этом говорю, мне это... А сколько поведение ребенку? твое- 9 будет летом. Так. Значит, мне твое поведение не нравится. Еще Вот это вопрос. грубо разговор. Прошу Говорю, не прощения. нравится. Подождите. Вопрос. У меня к вам, у меня к вам. Подождите. Ничего не действует, я должна по вашим правилам уйти. Ну, то есть, если бы это был взрослый человек, мы бы расстались, там, мужчина или еще кто-то. А как, вот куда я уйду от ребенка? Нет, вопрос я хочу задать. Давайте, да. У вашего ребенка был, гипертонус, внутричерепное давление повышенное? Нет, он спокойный, как бы, абсолютно. То есть он не все время истерит? Он, как бы он истерит, когда ему что-то не нравится. Ну, например. Вот плохое настроение, грубо разговаривает, начинаешь там ему там, вот не стойте, я хочу пить какие-то, вот такой тон там сразу. Иди попей там, я говорю, мне не нравится такой тон, которым ты говоришь. Он продолжает, он же душит. У нас реально телефон еще не отлаженный. Вы меня слышите? Да. Надо как бы по очереди говорить. Да, извиняюсь. Как армейская рация. Знаете, на кнопку жмешь, там второй прием, а этот молчит, он не может говорить прием. Он должен выслушать. Потом кнопку этот отпускает, другой нажимает. Мы будем в таком режиме разговаривать. Значит, смотрите. Во-первых, вы нарушаете 4-е правило. «Я хочу пить» не является вопросом и не требует от вас вообще никакой реакции. Вы ему ничего не можете сказать на фразу «я хочу пить». Понимаете? Он вас ни о чем не спрашивает. Дай попить, купи попить. Окей. Дальше, в чем проблема? Вы ему не можете дать или не можете купить, или не хотите? Да, я ему об этом говорю. Не, вы не хотите покупать или не хотите давать? Я не могу, нет возможности такой. Вы ему говорите, нет возможности. Дальше? Он продолжает идти вопить, я хочу пить. Ну и пусть вопит. Это происходит на улице или просто громко, или меня это раздражает просто. Вот не хочу я это слушать. Вы можете сказать, что меня это раздражает один раз. Так. Он не прекращает, и тогда вы его наказываете. Не надо... Каким образом? Я не знаю, у вас есть какие-то истории, которые ему интересны. Я отберу у него планшет, допустим, или там что-то такое сделаю. Но это на него не действует. Какое-то время проходит, и опять вот то же самое. Он ребенок, хоть что хотите. Конечно, это будет то же самое. Но вы меня спрашиваете, как быть с детьми? С детьми так же, как и со взрослыми. Я не предлагаю его в детский дом сдавать. В этом смысле не надо с ним расставаться. Говорить один раз и принимать решение, это имеется в виду не то, что вы говорите, ты мне больше не сын, да? Пойдемте другую семью найдем. Вы ему говорите, что мне не нравится, что ты орешь. Если ты продолжишь, я тебя накажу. И какие-то последствия будут, не знаю, накажу, еще что-то. Вариантов море. Он продолжает орать, вы больше ничего не говорите, дальше наступают последствия. Давайте я по-другому вам дам пример. Ребенок разбрасывает свои вещи. Такое бывает, да? Да. Вы ему говорите, мне не нравится, что ты разбрасываешь свои вещи один раз. Дальше вы ему говорите, еще раз ты разбрасываешь вещи, половину вещей вообще не досчитаешься. Он разбросал, утром встает, реально половины нету. Так понятно? А дальше он начинает истерить, что ему не в чем идти в школу. Естественно. Скажете, да, дома оставайся. А как я буду учиться? Как скажете? Сядь, да покак, откуда я знаю? И дальше, слушайте, дальше ребенок начинает понимать, что лучше не дергаться, вести себя спокойно, и маму не травмировать. И постепенно начинает приучать, что мама человек, с одной стороны добрый, с другой стороны очень твердый, до жесткости. Если она сказала, значит так оно и будет. А что делает мама? Мама звонит и сейчас и жалуется, говорит, я не знаю, прям у меня ничего не получается, он орет, меня это бесит, а что делать я не знаю, такое ничего не делаете. Вы, как все нормальные родители, продолжаете друг другу мозг выносить.
Он норм, вы ему типа ты меня достал, сколько можно, ты ходишь, ноешь, что-то орешь, вот это, да? Я тебе сказал, я не могу, я тебе потом куплю. Ну, вы примерно в одну игру с ним играете. Да и он также тоже себя ведет поэтому. Слушайте, все живые люди, у ребенка тоже бывают перепады настроения. Это нормальная ситуация. Но ваша доброжелательность и твердость... Кстати, еще забыл сказать, а это всем, кто любит наказывать своих детей, не надо делать еще бонусом зверское выражение лица. Потому что само по себе наказание, оно и так существует. Зачем с такой аффектацией, типа еще такое двойное наказание? Нет, вы говорите, обнимаете ребенка, я тебя люблю. Но, к сожалению, игрушку ты не получишь. Почему он орет? Потому. И идем дальше. Добрый вечер, Михаил. Может ли нормальный человек любить и хотеть одного человека, но при этом происходит сознание по сознанию мужчины, если он в этом видит юмор? Вообще не понимаю. Есть поговорка. Так, это я вообще не понимаю, Петр. Так, тут или это какое-то одно длинное сообщение, я не разобрался. Это разное. Добрый вечер. Здравствуйте. О, наконец мужской голос. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Андрей, ваш вопрос. Такой вопрос интересует, может ли у взрослого человека быть СДВГ и связано ли это с прокрастинацией? Если да и да, то как от этого избавляться? Да и да, может. 60% детей, не леченных в детстве, имеют СДВГ в будущем взрослым. Избавляться через медикаментозное лечение, но, скажу честно, в России нет специалистов по двум причинам. Первая причина – половина врачей не признают это диагнозом. Вторая причина – половина препаратов в России не продается. Поэтому ближайшие страны, где вы можете проконсультироваться, я думаю, это Германия и Израиль. Вот. Это абсолютно заболевание, которое поддается лечению, так что и вообще начинается другая жизнь после лечения. Здравствуйте, Михаил, у меня к вам вопрос. После расставания с молодыми людьми я прекращаю с ними общение, хотя они хотят остаться друзьями. Последние 2 расставания расстались по инициативе молодых людей. Чувствовал себя задетый, каждый раз анализируя ситуацию, прокручивая все негативные моменты, какие были, начиная себя накручивать, какие они плохие. Хотя понимаю, что было и хорошие, и не такие уже они и плохие. Говорит ли это о том, что я не вроде как не перестать себя накручивать и более спокойно воспринимать бывших людей? Заранее спасибо за ответ, Елена. Елена, потому что у вас чувство обиды есть, потому что они же их инициатива, поэтому от обиды вы прекращаете, себя накручиваете. Есть очень неубиваемая формулировка. Люди почему друг другу не подходят? Потому что не вызывает каких-то ассоциаций детских. То есть это не хорошо и не плохо. Кто-то кому-то нравится, кто-то не нравится. Но вообще, как я часто вам рассказываю, вдруг ничего не бывает, вдруг никто не уходит. Просто вы не замечали раньше, как эта женщина про свою коллегу, не реагировали на то, что было, а потом вдруг такое. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. И Мари. И Мария. Добрый вечер. Михаил, вы очень мне нравитесь, скажу наконец. Меня зовут Юля, у меня 37 лет. Так, Юля, вы мне уже тоже нравитесь, рассказывайте, что вопрос. Я влюбилась в своего инструктора в автошколе. Я думал, я вам нравлюсь, нифига себе, какая вы любвеобильная. Вас я люблю уже 13 лет, а тут вот внезапно... Меня мама в детстве спрашивала, у меня старший брат на 5 лет старше. Естественно, когда ты маленький, тебе нравятся девочки постарше. Ну и мальчики, девочкам нравятся мальчики постарше. Она говорит, тебе Ира Попова нравится на лицо или как отличница? В общем, я понял. Деньги любят тебя, но как друга. Ну? Дальше. Значит, он женат, отношения невозможны. Он кидает меня на время, не докатывает часы. И когда узнал, что я иду на другую машину, перехожу, он 40 минут мне выносил мозг, что он душу вкладывает в учеников, а я предатель, типа. И я такую эйфорию ощутила, когда вот этот диалог был. Прям как на свидании со своим возлюбленным. Ну, типа, я ему нужна, ему не плевать на меня. Да? Не знаю даже. Вот какие-то разборки, прям по кайфу было мне эти разборки. Так. И я хотела бы лучше узнать себя, и поэтому спрашиваю вас. В общем, у меня 2 вопроса. Первый. Вот это во мне так появляется жертва, это она? Что мне нравится тот, кто недоступен, кто пренебрегает, использует? К сожалению, да. Второй вопрос. Вот в этом человеке меня привлекает такая активная жизненная позиция, жизнерадостность. То, что он живет
с кем хочет, работа ему нравится, друзья, какие ему нравятся. Вот все это в человеке меня привлекает. Почему я в себе никакой из этих качеств не могу прирастить? Может быть, я хочу недостаточно этого, но на самом деле я, может, не хочу этого. Вы знаете, на самом деле вам не это в нем нравится, это вы себе придумываете. А нравится вам то, как он себя ведет с вами, да. Дальше мозг так работает, что вам надо уцепиться за какие-то реальные качества. Вы же не можете сказать своему мозгу: я прям обожаю, что он меня кидает, часы не доезжает, и что он женат, он недоступен. Вы же не будете так рассуждать, говорить: нет, я его за другое люблю, за то, что он такой жизнерадостный, у него активные жизненные позиции, делает, что хочет. На самом деле, миллион людей так живут, они вам совершенно по барабану, потому что они вас не кидают, они не женаты. Так понятно? Да, Михаил, простите, можно еще раз? Вот именно вот это вот, то, что плохо для меня, мне это и нравится, так получается. Это Мао Цзэдун еще говорил: чем хуже, тем лучше. А помните, Спасибо был такой большое. великий фильм «Айболит-66» Валана Быкова? И там была такая тоже песня знаменитая, со словами, по-моему, я не помню, это Юлии Киму, что ли, слова. Это очень хорошо, что сейчас нам плохо, пел Валан Быков в этом фильме. Так бывает, да. Возможно ли изменить установки, привычки и модель поведения, сформированные в семье? Какие есть пути для этого? Пожить отдельно? Ну, во-первых, пожить отдельно по-любому надо, лет после 18 особенно. Во-вторых, вот мои правила, они, собственно, об этом во многом. О том, как изменить, как у нас любят психологи выражаться, паттерны. То есть вот те установки, которые были с детства. Михаил, здравствуйте. У меня привычка кусать губы или щеки во время каких-то раздумий вообще в обычной жизни. Как избавиться от этих дурных привычек? Вы кусаете губы или щеки, потому что так выглядит невроз. Зачем это происходит? Значит, когда человек имеет волнение и большую тревожность, он плохо сосредотачивается. И тогда он автоматически, в данном случае, наносит себе, боль какую-то, да, буквально. То есть для того, чтобы вернуться от тревоги к мыслям и рассуждениям. А реальной причиной является высокая тревожность, заставляющая вас делать вот эти вот нездоровые действия. Уберете тревогу, перестанете все в себе кусать. Добрый вечер. Алло. Здрасте. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Михаил, у меня вопрос. Подскажите, я замужем, у меня есть ребенок. Итак, Вот недавно... Михаил, подскажите, я замужем? Вопрос. Ну. Нет, у меня вопрос. Мне понравился другой мужчина. Так бывает, когда женщина замужем и ребенок, ей нравится другой мужчина? Бывает такое? Да, я бывает, но мне вот он очень понравился и прям не есть, не спать не могу. А муж не очень? Да, очень. Я муж, вот... говорю, не очень. Что говорите? Другой-то понравился очень, говорю, а муж не очень? Муж тоже вроде бы люблю, уже давно замужем, там 15 лет. Вот. Но вот была на вечеринке, понравился вот другой мужчина, и не знаю, что делать. Уже там нарисовала картину себе, как уже развожусь там и так далее. Так. Вот подскажите, нормально ли это, что... И что делать вообще? Потому что... Делать, что хотите, делайте. Вы же знаете мои правила. Нормально. Вы же все-таки человека полюбили. Скажите, Михаил, я вот ему даже узнала через подругу его номер и написала ему смс-ку, но вот он мне ничего не ответил, потому что он знает, что я замужем, и теперь вот терзаюсь, что вот зачем я вообще это все сделала и нафантазировала. А вот дальше уже интересно. То есть то, что вы можете влюбиться, тут, как говорится, никто не застрахован. А вот то, что он не ответил, а продолжаете дальше по этому поводу переживать, уже говорит о том, что с вами тоже не все в порядке. Вот вам надо достичь такого состояния, когда человек, который вас не любит, вам, в принципе, автоматически уже не интересен, понимаете? Я поняла. Спасибо вам большое. На здоровье. Я поняла. Спасибо. Я в отношениях с мужчиной, не в браке, живем 4 года вместе, родилась доченька. То, что нет печати, не парит. Он ушел от жены ко мне, оставил там дочь, но почти каждый день с ней видится. После рождения нашей дочери при каждой ссоре хочу сразу с ним разойтись навсегда. Даже если зацепились из-за бытовухи, то первым делом предлагаю разойтись. В чем причина такого желания, сама не могу понять. Причина в том, что невротики пытаются обострить, они очень любят прямо на краю пропасти постоять.
Если бы ваш бойфренд не был бы невротиком, то он бы сказал: хочешь разойтись? Пока, до свидания. Я бы на вас посмотрел, что было бы дальше. Вы его как бы пугаете. Потом, когда вы пугаете, вы выбираете как бы самый тяжелый сценарий. Вы не в отношениях продолжаете там отношения выяснять, а типа я вообще от тебя уйду. Но так как вы оба невротика, вы в эту игру играете вдвоем, никто никуда не уходит. Добрый вечер. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире, как приятно. Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Ольга, и мне вот вопрос такой волнует. Моей дочке 26 лет, и они уже давно встречаются с молодым человеком. Они с 9 класса вместе учили, у них одна специальность, и все это вот продолжается. Но он никак не делает предложение. И вот когда уже сейчас он уже готов жить отдельно, не купил квартиру. Вы сейчас мечтаете стать тещей, наконец, уже, да? Да, я уже какого-то... И она уже готова. Она уже тоже готова создать свою семью, как-то все. Вот. Но он мне аргументирует это тем, что он не может вот к этому шагу прийти. Все время какие-то отговорки, не знаю. В чем вопрос? Вопрос, вот он, как он говорит, что он даже ходит к психологу, он не может сказать, что вот, давай, мы должны вместе пожить. Это вот его, просто он не хочет ее, или он на самом деле боится этих отношений? Не знаю. Я не могу А они живут вместе? Нет, они просто встречаются. Вот он ей предлагает пожить вместе. Но они ездят отдыхать вместе. А почему она не с ним вместе не хочет жить? А она говорит, а как на основании кого я буду вместе с тобой жить? Я хочу, чтобы ты сделал мне предложение, что я пришла в твой дом на основании жены. Вот так. А вот теперь дальше. Он этого не делает, и вашей дочери надо принимать какое-то решение, правда? Ну да. И она вроде как его любит, она не боится вот так в такое условие поставить и уйти. И в то же время... Вы знаете, я хочу из вашего звонка немножко расширить эту тему, и вам будет интересно, и другим слушателям. Да. Вот что это за фигня, хочется спросить. Вроде бы люди любят друг друга, а отношения превращаются в слово, которое невозможно употребить на радиостанции. Не употребляйте. Не буду употреблять. Почему? А потому что в отношениях участвуют два невротика. И когда невротики участвуют, многие спрашивают, а бывает там какая-то любовь, я не знаю, чистая, большая и светлая, а бывает нечистая, небольшая и темная. Это же от людей зависит. Любви как таковой абстрактно не существует. Она существует только в душе и в голове у реальных людей. И реальные люди наполняют ее реальным содержанием. Что мы видим? Значит, люди с 9 класса, то есть если им сейчас 26 лет, а в 9 классе им было, предположим, лет 15, то они уже как 11 лет вместе. При этом они уже достаточно взрослые, тоже не первый год. И никогда вместе не жили. Ну, например, там молодой человек, он боится что-то, у него не складываются отношения, не знаю. А ваша дочь, в свою очередь, ее не устраивает, что он не делает ей предложение, хотя они уже 11, многие уже 5 раз развелись за 11 лет просто. Что может произойти дальше? Рано или поздно ей надоест, она скажет: все, я хоть тебя люблю, но я так не могу, потому что ты меня не любишь, ты на меня не женишься. И тогда он женится. Но он женится не потому, что он хочет жениться, а потому что она соскакивает. Она говорит: ну все, до свидания. И чтобы ее не потерять, он женится. Я не гадалка, я не знаю, как они потом будут жить в семье, но начало очень фиговое. Я бы вот, если бы я был на месте той или другой стороны, я бы пошел себе кого-нибудь другого нашел. Потому что все через задницу, все как-то, ну, знаете, не по-хорошему как-то все, с какими-то шантажами, с какими-то условиями. Этот ходит к психологу, как, видимо, из фильма «Сбежавшая невеста», все никак не может жениться. Дочь, значит, переживает, что так я жить не хочу, а вот только через ЗАГС, это тоже, кстати, проблема. Они, когда закончили школу, им было лет по 18, да, сейчас 26 лет. Конечно, они могли бы хотя бы год или два пожить вместе, потому что никто 18 лет жениться не собирается, хотя бы поняли. То есть у него тоже есть своя правда. Ну, короче, все через задницу. И вот, казалось бы, люди друг друга любят теоретически, а практически отношения не очень хорошие, мягко говоря. И здесь или это все закончится, потому что ему надоест, что на него давят, ей надоест, что он не женится, или она будет говорить: все, я так больше не могу, и тогда он на ней женится, лишь бы она была с ним. Вот трудно себе представить, что будет дальше. Ну, тут такая лотерея начинается.
может, обойдется. Поэтому, друзья мои, прежде чем жениться, вы сначала приведите все-таки голову свою в порядок, чтобы у вас была стабильная, понятная психика, чтобы вы были человеком уравновешенным, спокойным, никто никому не угрожал, никто не говорил, я специально сейчас пойду к психологу научиться, типа, как тебе сделать предложение. Вы сначала все-таки сходите к психологу, а потом уже делайте предложение. Добрый вечер. Говорите. Добрый вечер. Здрасте. Михаил, здравствуйте. Меня зовут Елена. Во-первых, спасибо вам за вашу передачу. А вопрос у меня созвучен с предыдущими звонившими девушками. Виртуальный роман, который вот как раз про унижение, про то, что не любят, и доставляет огромное удовольствие. И вот, честно говоря, я понимаю, что надо подскакивать. Вам большое спасибо, призналась себе, что это просто так, наркотик. И в то же время по принципу делай, что нравится. Мне это очень нравится. Я вот не понимаю, что мне делать, что мне не хватает, чтобы подскочить. Вам не хватает совершенно другой психологии. Ее надо поменять сначала. Так как вы сейчас существуете, вам не надо соскакивать, вам все нравится. Зачем? То есть на данном этапе я могу оставлять эти отношения, раз они мне нравятся. Да ради бога, но вы просто тупо время теряете. Или вы думаете, вы проживете как слон лет 300? Ну просто я, грубо говоря, пробовала, да, порвать и все. Нет, вам это нравится. То я вам скажу, как это правда. Сейчас мы должны расстаться ненадолго, да, и мы сейчас через пару минут я вам отвечу на ваш вопрос. А я думаю, у нас есть минуточка договориться. Тогда я постараюсь быстро ответить на этот вопрос. Я прошу прощения, вам, может быть, циничной покажется это сравнение, но я не вижу разницы. Я курил 37 лет. Считайте, что у меня была несчастная любовь к курению. Вот как вы убиваетесь, но вам нравится, так и я. И я никак не мог перестать курить по той причине, что я любил курить. Ну как человек может бросить то, что он любит? Странная вообще идея. Ради там здоровья, ради, я не знаю чего, взять и перестать курить, когда ты прямо любишь курить. И курил я последние 10 лет по 3 пачки в день. Это просто нечеловеческая любовь. Вы так не любили, девушка, как я, любил курить. Ну вот. Но в какой-то момент я сказал себе, собственно, я вам на ваш вопрос сейчас отвечаю прямо, что надо делать, что я не люблю курить, но у меня есть зависимость. И с этого момента я перестал курить, и не курю уже 6 лет, и курить не собираюсь. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Ваш вопрос, Татьяна. Вопрос у меня такой. Я живу по вашим правилам, и у меня получается 5, а одно получается не всегда. Это сразу говорит то, что не нравится. Вы второй слушатель сегодня, который сказал, что с этим проблема. Так. Вот. И, например, если я не смогла, говорю с кем-то по телефону, и не смогла сразу сказать, что мне не нравится, вот перезвонить, тут же есть смысл или это глупо? Ну, можете в другой раз сказать. Не принципиальный вопрос. А почему не получается сразу говорить? Вы не можете ориентироваться в своих ощущениях, в своих эмоциях? Не понимаете, нравится, не нравится? Нет, я сразу понимаю, что не нравится. Боюсь обидеть, не могу сформулировать. Вот вы знаете, вы должны это преодолеть. Все-таки смысл этих правил, если вы хотите результат получить, преодолеть, чтобы психика поменялась, она должна испытать дискомфорт. Вы должны, так знаете, как прям такие каменные жернова прямо должны в голове крутиться медленно. Потому что когда вы сопротивление чувствуете, когда вам это трудно дается, то в этот момент меняются нейронные связи. А когда это со свистом пролетает, вообще ничего не происходит. То есть, как я уже цитировал сегодня Ролана Быкова, это очень хорошо, что сейчас нам, я бы сказал, неплохо, а трудно. Чем труднее, тем это эффективнее работает. Это первое. Я не знаю, у нас есть еще время прочитать смс-очку одну, или мы уже должны... 2,5 минуты. 2,5 минуты. Здрасте, Михаил. Подскажите, пожалуйста, как бороться и победить свою агрессию, раздражительность, вспышки гнева в отношении своей семьи, отдых и прочие мирные способы не всегда помогает. Карина. Калининград. Любимый город. Дорогая Карина, если вы будете психотерапией заниматься, то вы должны избавиться от чувства обиды и унижения, которые, собственно, и провоцируют гнев, раздражительность и агрессию. Это первое. То есть агрессивные люди, они все обиженные. И вторая проблема – это как вы себя эмоционально контролируете. Может быть, вы
такая эмоционально невоздержанная, это может быть уже и психолог, а может быть уже и психоневролог, потому что на некоторых таблетках так и пишут: против приступов ярости и агрессии. Я просто не знаю уровень вашей ярости, вашего гнева. Теперь, друзья мои, я отвечаю на чьи-то вопросы, предполагая, что другие люди имеют похожие проблемы и понимают эти вопросы. Я часто слышу, когда люди говорят в эфире: Михаил, я живу по вашим правилам. Я на это говорю. Вот Хрущева в отставку отправили с формулировкой «вульгарное понимание социализма». Иногда я тоже понимаю, что это неправильное понимание моих правил. Вот с ребенком как вот вести себя. Там, это вот женщина, которая с коллегой 5 раз одно и то же говорит. Друзья мои, говорить надо 1 раз. Дальше или вам все нравится, или до свидания. В отношении с какими-то людьми до свидания, это вы заканчиваете отношения, а в отношении с детьми вы должны принять какие-то меры. Ребенок должен почувствовать результат своего поведения, последствия. Не в смысле, что, как я уже сказал, вы в детский дом должны сдать и сказать: ты мне не дочь. А в смысле, что он должен... Не надо ему 2 раза говорить, одно. Вообще никому не надо 2 раза говорить одно и то же. Вы сказали, и все. Дайте нам надежду невротикам. Ну, хотя бы 2 раза. Хотя бы 2. Не надо вам это, Мария. Это баловство одно. 1 раза достаточно. Люди не тупые, не глухие. Они вас поняли, они просто не собираются ничего менять. Вы должны это понимать. И не спрашивайте ни меня, ни себя, почему он так ведет. Какая вам разница? Спрашивайте себя. Пока, короче.